Так, вроде нормально. Вроде бы окей. I think we'll be looking at something that is rendering. Nope, display. There we go. 648. Let's see that. 648 and 648. Simple enough. And Погоди, куда он зашел? actually, what rendering? Nope. This. Так, а чё размер такой? Ну-ка, 75. 70. 60. 55. Окей. Короче, нахер это дерьмо. Пожалуй, вот нахер. Там вообще прота какая-то очень непонятная. Попробуем все сделать по этому учебнику. Спасибо за фоллоу, Фронкулс. Большое спасибо. От души. Спасибо за поддержку. Итак, короче. Не, вообще, на самом деле, я хочу объединить вот урок отсюда, точнее, эту тему, скорее всего, вот с этой темой. Вот то, что мы здесь сделали. Вот тут прям работа вышла очень классная. Мне вот тут нравится, как мы сделали меню. Как он работает. Это просто офигенно. Типа вот как задник в 3 слоя. Как вот это вот все идет. И прям классно. И вот это вот все тоже довольно круто. И перенимая этот опыт, надо, короче, делать вот что. Делать подобное какое-то главное меню с нажатием play и все такое. И, соответственно, в дальнейшем, чтобы бэкграунд по мере вообще вот самой игры, игрового процесса, тоже был какой-то такой более живой. Вот этого я хочу добиться. Этого я хочу добиться. Ладно, сначала сделаем все по учебнику, а потом уже решим, там, что как вообще подогнать. Start off, we will set up the space we need, which is a color rectangle. Just make it. Так, сначала child not correct. Вот он. Так, что он там такого нажал, что оно все заполнило? Simple, nothing too complicated. And we have it to fill. If I can remember how to do these. Во, круто. Окей. And let's have a different color that is not. Ну и он сам вручную меняет цвет.
Он такой более темный, скажем. Пускай будет такой, не знаю. Окей. Пойдет. Blinding me. Something like this. We'll do a good background. Okay, let's just call it background for housekeeping. Then we will make the chessboard part of it. My plan is to, well, to make two different types. Привет, Харчевска. Да-да-да. Да-да. Конечно, да. Ну, устал я ждать, и вот надо делать. Colored rectangle. It's kind of hard to speak and do this at the same time. Так, Okay, еще один so for child this, node. I will Очередной be colorect. making it. Actually, what is the project size? I think we'll be looking at something that is rendering. Nope, display. There we go. Далее он следует какой-то логике, вот именно того, как нужно... 648. Let's see that. 648 and 648. Simple. Окей. Ясно. Он сейчас делает доску. Если он делает доску сейчас, тогда стоит смотреть вот сюда, по идее. Вот, короче, у нас, допустим... Хотя, что это я? Давайте-ка сделаем вот что. Зайдем в настройки проекта. Здесь у нас стоит Windows. Так, Resizable нет. Windows на 720. Да, вроде нормально. Ну, ладно, короче, вот Resizable просто уберем, чтобы нельзя было менять размер экрана. Пускай так будет. И вот что я хочу сделать, это вот, короче, зырим на доску, как она будет, какого размера. Так, доска. Ну, шестьсот 30 как будто бы окей. Шестьсот 30, да? Давайте 630. Так, 630. And let's make this something of a slightly brighter rendering and 648. Transform. Simple enough. And let's make this something of a slightly brighter color so we can separate the two. My plan is to have the left side as a chessboard and right side as buttons or other sort of things you can type in interaction with. Лол, а где окошко Transform? Layout. А, в лейауте.
Окей, 630 на 630. Вот. Окей. Позиция по центру экрана. Хорошо. Вот. Okay, let's call it chessboard. Так, chessboard. Ну, у нас вот просто доска напишем. Okay, to create the grids, I'm just going to use a grid inventory. Sorry, a grid container. If you've seen my previous... Grid container. Так, делаем child node на доске. Выбираем grid container. video, you will know about how to make this. And since I'm quite familiar with it, I'll just... Так, теперь такой прикол. Не зря я сюда вот это вот все сделал. Теперь смотрим, какого размера у нас тут 70 пикселей. 70 пикселей. Так, 70 layout, transform. Так, 70. Вот, балдеж. instead of an image or other ways. Okay, and let's see. We should make this... У нас доска будет 9 на 9. 18 times 6 without... How many blocks are they? 8 blocks? Yeah. So we do 8 times 640... Math brain is not helping me that much. Alright, and let's center it with an anchor. I believe it is done. Погоди, а что он сделал? Зачем? Подожди, что? Now it's done. Is there an anchor somewhere for me to click? Ah, there we go. Lovely. And we will start filling this out with individual grids. And with that, I'll just make another colored rectangle. And choose the size to be... I believe this is... What did I calculate it as being? 78. 78. Looking good. And we'll fill it up. Okay, a few things to change. I want it to be a column 8. And color rectangle, let's make it... What color are chessboards usually? Something like this. Good enough. Alright. So, let's first see if it propagates properly. Looks good. Oh, don't forget to change the grid container separations to 0 so that they propagate seamlessly. Good. And now we attach a script to it. So this will be a mixed language tutorial. We'll be using the GD script for the GUIs and the display part, and using the C# for the calculation intense portion of the algorithm. Alright. Том и Джерри, да. So, before I forget, I will Что-то вы стали be телефоном doing много this. пользоваться. Let's make this an individual scene. Часто телефоном пользоваться стали, говорить. Scene. Это что такое? Let's call it Это у мамы спроси. slot. Save branch scene, save. And now we can go to open the scene ourselves. That, and let's give it a filter, which is another color rectangle. Call it the filter. Make sure it is... Oh, no. I want it to fill, and I want it to look transparent until I've changed it. Alright.
just go back to that. Also save the main GUI scene. Or before I forget, I'll also make a main scene, which we'll call it just main, I guess. And we'll add the GUI here. Привет, Баляшел Лев. 6. Для создания игры в Unity нужен C-Sharp. Тут ты можешь ли подсказать, как его изучить, потому что не знаю, где взять знания. Как изучить его? Но я бы сказал спрашивать у остальных, кто умеет кодить peer-to-peer. Я просто сам в этом учился. Вот в этом году недавно совершенно. Еще сейчас на основное обучение должен попасть в школе 21 от Сбербанка. Школа 21 по программированию. Слышал, наверное, о таком или нет. Ну, в общем, там обучают программированию, и основной метод обучения такой, то, что все друг с другом базарят и общаются, и, соответственно, с помощью такого способа обучаются все кодингу. А мы там изучали не C-Sharp, ничего не это, а чистый C. Чистый C. И как-то вот после того, как мы изучили чистый C, он куда более задротский и требовательный к себе язык кодирования, что ну охереть можно. Ну то есть ты на C-Sharp можешь как-то намного проще писать, чем на чистом C. И поэтому я бы тебе, знаешь, что посоветовал бы? Изучи чистый C. Если изучишь чистый C, тогда ты начнешь понимать язык программирования практически любой, я так думаю. Ну, потому что чистый C самый сложный, ну, один из самых сложных языков, он базовый, типа, это база. Изучишь чистый C, начнешь его понимать, писать на нем, и тогда ты будешь хорошо понимать уже другие языки. Все остальные языки начнут, ну, тебе казаться очень простыми, безумно простыми. Oops, that is not what I meant to do. Это да. How to make this? Colored rectangle. It's kind of hard to speak in. 648. Понял. And 648. Simple enough. And let's make this something Да. of a Изучи чистый C. so we can Я на полном серьезе говорю. plan is to have the left side as a chessboard. Хотя, с одной стороны, тебе, возможно, покажется это безумно сложным, и ты, скорее всего, дропнешь и так далее, но если преодолеешь этот момент и так далее, то все окей. Но если же хочешь чувствовать прогресс и так далее, то просто, знаешь, что сделай? Да также на ютубе смотри, набирай, типа Unity, игры, там просто берешь и по видосу там начинаешь делать какую-нибудь игру и так далее, и будет все окей. Вот, например, на Годоте вот мы чутка позанимались 2 дня и вот смогли сделать вот подобную игру. Пока только 1 уровень есть, и ну, вполне себе прикольно. Довольно неплохо. Оп. Подкатики есть. Да. На самом деле неплохую игру можно сделать. Но сейчас я по сути обязан сделать одну игру. Вот это вот. Искут называется. Проект. Такой есть. Интересный. Он, короче... должен получиться довольно-таки неплохим.
довольно-таки неплохим должен получиться. And right side as buttons or other sort of things you can type in interaction with. Okay, let's call it chessboard. Okay, to create the grids, I'm just going to use a grid inventory. Sorry, a grid container. If you've seen my previous Board, grid container. video, you will know about how to make this. And since I'm quite familiar with it, I'll just use this instead of an image or other ways. Okay, Короче, and let's see, we should make... я вот думаю, давайте сделаем так. Блин, вот или стоит... Ладно, давайте пул пошагово сделаем. Я просто хотел немного помудрить, поэтовать. Он, короче, доску рисует вручную в самом этом Godot. Но просто у меня уже есть как бы готовая доска. И он даже вот по частям она вот разобрана. Просто бери и тайлами рисуй, и все, классно будет. Но он как будто бы хочет... This 18 times 6 without... По коду его привязать в коде как-то там... Let's call it slot. Say branch of scene, save. And now we can go to open the scene ourselves. That, and let's give it a filter. А, подожди. Погоди. Погоди. Короче, типа так сделаем. Точно. Ну, вот так вот сделаем. Не будем в точности, как он делать. Мы, в принципе, все нормально делаем. Так, у него там слот. Say attach a script to it. So this will be a mixed language tutorial. We'll get to change the grid container separations to 0. And with that, I'll just make another colored rectangle and choose the size to be, I believe this is, what did I calculate it as be? 78. Ну, давай скажем... And we'll fill it up. Okay, a few things to change. I want it to be a column 8. And color rectangle, let's make it what color are chessboards usually? Like something like this. Good enough. Alright. So let's first see if it propagates properly. Looks good. Oh, don't forget to change the grid container separations to 0 so that they propagate seamlessly. Good. And now we attach a script to it. So this will be a mixed language tutorial. To be chessboards usually, like something like this. So let's first see if it propagates properly. Looks good. Oh, don't forget to change the grid container separate. Константы. Погоди, куда он зашел? Operations to 0.
What color are chessboards? It's properly. Looks good. Oh, don't forget to Он grid контейнер зашел. change the. Grid контейнер. Угу. Grid container separations to 0 so that they propagates. Погоди, и он просто дублирует, да? А у меня они идут вниз. Ну ладно, окей. У тебя второго монитора нету? Есть, но... Ладно. Ну, я думал, вам будет поприкольнее вот так вот смотреть. Ладно. Seamlessly. Good. And now we attach a script to it. So this will be a mixed language. Погоди. Теперь он добавляет скрипт сюда. Привет, лорд. Плодотворная работа, спасибо. Спасибо. От души. Так, save scene is GUI. Так, GUI. So this will be a mixed language tutorial. We'll be using the GD script for the GUIs and the display part, and using the C# for the calculation intense portion. Короче, он сказал еще то, что, блядь, он собирается использовать GD-скрипт, язык программирования, и C#. Соответственно, он хочет замиксовать эти языки, но не понимаю, почему нельзя все написать на одном языке, как, ну, это как-то он что-то мудрит, по-моему. The tutorial, the GUIs and the display part, and using the C# for the calculation intent. Так. GUI. UI. We'll be using the GD script for the GUIs and the display part. Good. And now we attach a script to it. So this will be a... Greetings and welcome. Блин, я не ту кнопку нажал случайно на мышке. Oh, there we go. Forget. I will... Tutorial. Так, он выбирает Not Default. GD Script. We'll be using the GD script for... Также вот C# есть, все. Нормально. Окей. The GUIs and the display part, and using the C# for the calculation intense portion of the algorithm. All right. So, before I forget, I will be doing this. Let's make this an individual scene. Scene. Let's call it slot. Save branch of scene, save. And now we can go to open the scene ourselves. That, and let's give it a filter, which is another color rectangle. Language
display part and using the C# for the calculation intense portion of the algorithm. All right. So, before I forget, I will be doing this. Let's make this an individual scene. Scene. Let's call it slot. Save branch of scene, save. And now we can go to open the scene ourselves. That, and let's give it a filter, which is another color rectangle. Call it the filter. Make sure it is. Oh, no. I want it to fill and I want it to look transparent until I've changed it. Alright, let's go back to that. Also save the main GUI scene. Alright, before I forget, I'll also make a main scene, which we'll call it just main, I guess. And we'll add the GUI here. Oh, oops, that is not what I meant to do. There we go. So it's set to main, and let's run it real quick to make sure everything's going on properly. All right. Что-то еще? To main and we'll add the GUI here. Oh, oops, that is not what I meant to do. There we go. Нормально. So it's saved in main, and let's run it real quick to make sure everything's going on properly. All right. I apologize if it's a little bit confusing to start with, since I really did not make a good script for this. All right, first let's propagate slots. So we should call a new function, create slots. Is this how you spell create? Okay. And set a few things up for housekeeping. We will start with a few references. For example, the slot scene we need to initialize, which we start with a preload. Preload. And find where we have this. Perfect. Not perfect. Погоди, что? Better. Okay. Чё, погоди. Он, короче, берет и перекидывает сцену вот сюда. Ага. Basically, to create a slot, we need to set it up. And instantiate it. And then we set up a few things, the attributes for the slots, or variables in the slot. So we create a quick slot scene, and let's call it slot ID. We'll need that to reference the slots. I think we'll just initialize those -1. And I don't think we need anything else at the moment. Now. Так, чё? Slot ID -1. Anything else at the moment. Now. Dot slot ID. Is that what I name it? Yes.
is. And let's create a different container to save all the variables. Basically, if we want to fetch these slot scenes or slot instances, we'll be able to find them here. So basically, this gives them an increasing ID from 0 to however many we made them, and we will add it to the grid array. Push back, new slot. And then we should probably add it as a child so it shows up. I believe that will be done. Before that, let me rename this so I don't forget what it's called. And also give it a reference called the board grid. Lovely. Let's add the child first, just to be safe. Board grid. Так, погоди. Ready, var, board, grid. Сюда закидываем эту тему. Так, далее он такой берет и part grid. Точка. Ага. Done. A child. Child. Okay, this looks good. And so in the ready function, let's make, well, a few of them. 64. Включает цикл I let's call create slots. range. Почему 64? Погоди. Почему 64? Сейчас, подожди-ка, я проверю кое-что. Когда он создавал... Okay, a few things to change. I want it to be a column 8. And color rectangle, let's make it... and now we can go to open the scene ourselves. And now we main GUI scene. Not what I meant to do. There we go. Make sure it is... Oh, no. I want it to fill, and I want it to look transparent until I... Погоди-ка, слот, фильтр, 2D. Полностью. Layout. Ну, тут вроде все окей. Changed it. Но вот это надо было сделать. Alright, let's go back to that. Also save the main GUI scene. I did not make a good script for that. So basically this gives them... Okay, this looks good. And so in the ready function, let's make, well, a few of them. 64. Let's call create slots. Ладно, пока, короче, сделай как он. Slot, since everyone creates only one of them. And let's see it. Does it fill it with the... It does. Now a chessboard has alternating blocks. So we should probably change that. Он... Блин, он просто доску нарисовал. Фак. Что это? Тайлмэпы. Короче, это, пожалуй, просто... Галю... Нахер.
Погоди, а вот где он существует? Просто... Удалить нахер. Так, вот это тоже удалить. Так, подожди. Теперь-то что? Привет, токарь. Сижу, блок питания, советы, заказываю без проверок. Ну, я опять какая-то шляпа случится. Да и... Короче... Блин, ну придется удалить эту сцену, пока удалим, короче, нахер. Close. Так, board grid, board grid. Or let's call create slots. Привет, Китяка. Привет, Гранд Фалун. У меня вообще консоли. Ну, главное, что работает. Главное, что функционирует. Это нормально. Че, хочешь какую-то функцию сделать? Да я стараюсь хотя бы для начала создать шахматы, а потом на основе этого кода и вообще логики шахмат изменю правила передвижения фигурок и уменьшу количество фигурок до 3 всего. И, ну, короче, будем делать свою настольную игру. Ну, как свою. Короче, тут есть уже настольная игра одна. Я вот по ней делаю электронную версию. Вот Бискут называется. Вот такая вот у него, ну, доска. Такое поле. И фигурки у него интересные. Видите? Это будет интересная игра, я считаю. Я заказываю блок питания SFX формат, самый маленький формат. Если выйдет, то я успею продать старый БП и куплю корпус ПК мелкий. С маленьким зверем хочешь ходить? Будет маленький зверек. Маленький, да вот удаленький. Так. Давайте вот этот ПК выключим. Сохраним. Мне кажется, он нам не понадобится в любом случае. На данный момент точно. Так. Well, it should be create slot, since everyone creates only one of them. And let's see it. Called.
Lovely. А. Чего? Не понял, а я что-то лишнее удалил, да? Board grid. Функция коллизии уже есть. Не, пока до этого рано. Не, не то чтобы... Ну, короче, это даже не нужно будет, мне кажется. Посмотрим. Это 2D-шная настольная игра. Хотя бы вот подобную игру сделать. Но вот сложность-то в том, что я вообще ни одну игру еще не сделал. Это будет интересно. Вот сделать хотя бы это было бы круто. Вот сделать вот это вот намного проще было, чем сделать вот то, что я сейчас хочу сделать. Вот это вот сделать было намного проще. Блоки там вот это вот. Конечно, вот это делать веселее, но делать вот эту тему с шахматами типа нужно. По-любому. Это мне нужно. В смысле, как ты будешь проверять при остановке, если уже на этом месте кто-то? А, ну мы до этого дойдем. Господи, мы до этого дойдем. Все вот необходимое мы сделаем. Я считаю. Go to seamlessly. Good. And the slightly brighter color so we can separate the two. My plan is to have the left side as a chessboard and right side as buttons or other sort of things you can type in interaction with. Okay, let's call it chessboard. Okay, to create the grids, I'm just going to use a grid inventory. A grid container. If you've seen my previous video, you will know about how to make this. And since I'm quite familiar with it, I'll just use this instead of an image or other ways. Okay. Окей. Сейчас, подожди. Проговаривать. How many blocks are they? 8 blocks? Yeah. So we do 8 times 60. Мне кажется сложным, то бей шаги разработки на меньшие этапы. 45? Is that divisible by Понял. 8? Понял, Don't спасибо. fully remember. Let's do 620. My math brain is not helping me that much. Alright, and let's center it with an anchor. I believe it is done. I don't have any idea how it's done. Isn't there an anchor somewhere for me to click? Ah, there we go. Lovely. And we will start filling this out with individual grids. And with that, I'll just make another colored rectangle. And choose a size to be... I believe this is... What did I calculate it as be? 78. 78. Так, сейчас я, получается, делаю вот что. Короче, grid-контейнер ранее я создавал, я его снова пересоздаю. Делаем пошагово все, как показано на видосе. Человек нам будет показывать, как сделать на Godot шахматы. И, соответственно,
Ну, посмотрим, что из этого нам понадобится, что не понадобится. Будем, если что, лишнее убирать или изменять. Но на данный момент пока все делаем пошагово. Я тут удалил кое-какие сцены и коды, которые мне мешали запустить, скомпилировать то, что мы сделали. Поэтому, видимо, еще и прихватил Board Grid заодно. In color rectangle, let's make it. Хотя я вроде как нормально удалял, я даже не понял. В чем прикол? Tutorial. We'll be using the GD script for the GUI. Back to that. Also save them. Call a new function. Create. I'll also make a main scene, which will. There we go. To make sure. I apologize if it's a little bit. I apologize if it's a little bit. Удалил, видимо. Let's probably and set a few references. Так, окей. По-моему, все. В принципе. Теперь в скрипте заходим. Тут вроде как все должно теперь работать. Да. Все работает, но видите, да, в чем проблем? Проблем в том, что заполнение вот это вот пошло не по плану. Что-то не то. Так, range foreign. Poorly chosen variable names. And this is where we detect if we have a, well, what color it should be. So if initially it is the same as, well, it's a even number, we want to set the grid array, well, the current grid array index, which is just column times the width, multiply the row, sorry, the row times width plus the column. And then we'll set the background into a different color, which is, let's just do, and the change that. Let's just make a quick function in here. Well, a few create slot, since everyone creates only one of them. And let's see it. Does it fill it with the... It does. Ну... Блядь, погоди. Тихо, 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 тихо. Наконец. Slots. Create slots. Create. А почему у него сработало? Foreign range. Так. Вроде бы тут все окей. Привет, Хума. Да. The day before. Привет, Хума. Так, и... And let's see it. Да блин, погоди. А чё ему именно это не нравится? Я что-то не пойму. А, ему все не нравится.
локет или на... Чего, блядь? Ага, так. Так, фонд. Нет, нельзя, говорит. Не найдено на базе. О, вижу, вы проходили курс английского из Балашихи. Да. Курс говно, программист говно, ком говно, программист говно. Да. Да. Ничего не понятно, но очень интересно. Да? Так, проверим, как вот тут. Теперь ему все нравится. Вот, короче, смотрите, в чем прикол. Блять, вот типа у него вот эта тема заполняется... Погодите. Может быть... Я что-то где-то просрал. Я что-то где-то просрал. Какую-то функцию. Он бы ее поместить в control. Control. Тебе? Слишком часто стали телефоном пользоваться. Ищут. Иди. Смотри. Она. Попробуй чат deepseek.com. Чат deepseek. Коп. .com. Блять. Этот сайт не может... Ага, все, зашел. Окей. Let's go. Так. Пакеш. Вот так вот он выглядит. Generated by AI. Там все написано. Так, ну нам не это. Чадер. Да, я понял. Но мы сейчас к этому пока не будем подходить. Сейчас давайте пошагово посмотрим на видос. Ну, прям нормально. Что он как там делал. Вот с grid контейнера начинается. Is that divisible by 8? I don't fully remember. Let's do any idea how it's done. Так, вот как, что? Size. Transform. Окей. Скорее всего, дело вот тут. Именно вот в этом size и transform. Так, вот. Board grid, transform, size. 720. Погоди. Нет. 630. 630. Да, все верно. И анкор ставим на центр. Все. Окей. Теперь смотрим по скрипту, запускаем. Соси жопу. Случилось непонятно. Так, ну тут-то все окей. Transform, anchors, custom, minimum size.
Ладно, давайте видос нормально посмотрим. Не спеша. My math brain is not helping me that much. Alright, and let's center it with an anchor. I believe it is done. Proper language. Так. Чисто ради интереса. Вот правильно ли все. Посмотрим. Добавляем сюда слот. Вот он добавился, да? Все нормально. Все нормально. И просто дублируем его. Но он уходит почему-то вниз. А он у него уходит вправо. Вот это вот любопытно. We will start filling this out with individual grids. And with that, I'll just make another colored rectangle. And choose the size to be... I believe this is... What did I calculate it as be? Такое ощущение, что... 78. 78. Looking good. And we'll fill it up. Все нормально. Okay, a few things to change. I want it to be a column 8. And color rectangle, let's make it... Или у меня стрим отваливался. What color are chessboards usually? 78. 78. Things to change. I want it to be a column 8. Колумн... Во, что это было? Looking good. And we'll fill it up. Okay. И тут он такой, что-то column 8. Так вот оно же оно. Да, лол. Так, подожди. Момент. 70, трансформ 70. Так, подождите. У него было вот намного меньше, по идее. Тогда давайте не 64, а скажем, ну, может быть, вот 70. Не, больше тогда получается. Блин, какой он логике следует, когда он делает эту хуйню? Он как-то считает правильно, наверное, да? У меня там 630 стоит, и он, наверное, поделил 630 на... Так, 630 делим на 79. Тогда получается... Тут вообще 9. 9. Да. И... Ну-ка, давайте просто посчитаем. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да в пизду. Короче, знаете, что сделаем? Скрипт. Тупо 80 сделаем. 81. Во. Окей. Окей. Few things to change. I want it to be a column 8. And color rectangle, let's make it what color are chessboards usually? Done. I think we'll Ну, наверное, стоит его, кстати, сделать, ну, какого-то такого цвета. Давайте вот такого, пускай цвета будет. Пойдет. Good. Get good. Get good. Get good. Так. Покажи, что сделал. Пока что вот. Мы, получается, с помощью нода. Так, подождите. Короче, вот, Game User Interface мы создали вот сцену, и в ней мы создаем с помощью ColorRect нодов. Это что-то вроде, не знаю, типа, как бы это сказать, типа формы какие-то обычные, которые также можно использовать для того, чтобы какие-то функции выполнялись на том или ином вот месте и так далее. Ну, короче, прикол в чем? В том, что мы сделали доску, и внутри доски создали зону, в котором у нас будут слоты. Внутри этих слотов, соответственно, у нас будут перемещаться, скорее всего, вот эти вот все наши фигурки. Блин, капец, я, конечно, сложно объясняю. Там охеревает то, что я говорю. Так. Окей, давайте, короче, постараюсь еще раз нормально все объяснить. Итак, вот эта вот сцена называется Game User Interface. Здесь, соответственно, будет вся вот эта вот игра проходить. И здесь мы внутри создаем доску, в котором у нас будет проходить вся игра, соответственно. Ну, это вот у нас игровое окно. Сделал я его размером 720p. Но по стандарту там стоит, ну, совершенно какая-то другая цифра. Она, мне кажется, какой-то более рандомная, но тем не менее, ну, если что, можно все поменять под ваши нужды. Там. И далее мы, когда вот создаем, получается, нод, который имеет какой-то там вот зеленый control нод. Блять. Control нод. Короче, в общем, зеленые вот эти вот с кружочком ноды, ну, они так называются, это вот все, что касается интерфейса, сделанная хрень.
И внутри этого, как вот основной вот этот вот, мы берем туда, закидываем вот фон, чисто вот просто покрашено какой-то хуйней, там, цветом такого вот сделал. Это, скорее всего, вообще никакой роли не будет играть в дальнейшем. То есть от этого потом избавимся, и мы добавим какие-то свои спрайты и там прочее, чтобы это все выглядело красиво. Как вот тут, например, как это вот здесь вот выглядело примерно, чтобы живенько, приятно и так далее. Далее, таким же образом мы создали, скорее всего, для того, чтобы видеть, где она примерно будет находиться, это доску, board. Вот. И тут мы с помощью Карины. Это возьми. Давно пора показаться. Да, все. Бартын на барбухта. Так, и с помощью CorelDRAW просто берем, выясняем, типа, какой размер нам нужен. Вот тут задаем в пикселях 1280. Вот это вот, ну, просто наш экран, представьте. И вот наша доска, как она будет вот выглядеть на таком экране. Вот берем какую-то, ну, не знаю, да, примерно смотрим и так далее. Потом берем точную цифру, 630, к примеру. И вот, в принципе, нормально все выглядит. Довольно-таки приятно. Ровненько. Так, и использую эту цифру. Мы тут все вот пишем. Там что кого. По сути, я просто сейчас доску игровую сделал. В коде вот прописал, сколько с помощью цикла будет создано слотов. Именно слотов вот таких вот. И задал 81 при размере 620 пикселей. Оно так получается. Если задать, например, вот 80, то у нас вот получается так, что у нас вот один остается незаполненным. Ну, пока вот так. Не знаю, наверное, это важно. Вот в борд-гриде и слоты, это все вот так далее. Важно в том плане, что, скорее всего, это будет нам необходимо для того, чтобы добавить какие-то функции по слотам перемещения и так далее. Ну, посмотрим, как это будет делаться. Посмотрим. Тут сложно что-то объясняться, ну, объяснять и так далее. Пипец как сложно. Прилагаю все свои усилия, чтобы, ну, нормально вам объяснить, что я делаю и так далее. Ну, просто я сам немного... Да, но если объяснять, то запоминается лучше, конечно. Но просто для меня это вот не имеет какого-то особого смысла, потому что, ну, у меня немного другая игра. Но тем не менее, как бы, вроде бы цель того, что вот это вот, ну, для чего это делается, я кажется, понимаю. Initialize as -1. And I don't think we need anything else at the moment. Now. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Let's
What ID? Да. We don't really need it to return it. Probably change that. Let's just make a quick function in here in the slot with the. It does. Now a chessboard has alternating blocks, so we should probably change that. Let's just make a quick function in here in the slot scene, or slot script. Call it set color. Right. So, or is that background? Is that background? We want to input a color, and we don't really need it to return anything. Self color. Fuck, что он this? делает? Looks good, looks good. And then we can call it to change the color of, you know. Он добавляет функцию, которая будет менять цвет We don't really need it to return anything. фона. Self color is this. Привет, Итрок. Здорово. Looks good, Рад looks видеть. good. Так, и тут мы такие типа color и And then we can call it to change the color of, you know, the background. And now I think we'll do it here. To alternate it, let's do use a quick temporary variable. Let's call it a 0. And then we loop. так, function ready. Так, он что делает? Create slot. Блин, как будто этот пас, по сути-то, вообще не нужен. Ну ладно, типа, хер с ним, пускай будет. Так, объявляем color, цвет, добавляем функцию I Columns and rows. Rows and columns. Columns and rows. So it is an 8x8 board. We will Range. have this. 9, у нас 9 poorly столбцов. chosen variable names. Блин, он что делает-то? Ну-ка, давайте-ка еще раз. Он делает, создает быстро функцию, станет с игровым. Так, Function in here. установить цвет. Is that background? Такой котенок. Долго, да. Ахайрна. Понятно. Нет, конечно, сегодня все уже не играешь. Ты что? И папа, видишь, вот работает. Is that background? Сегодня сын целый день играл. Want to input a Практически. color. Я там успел думаю, фильм не посмотреть, будет все такое. Self color. To alternate it, detect if we have a. Так, ладно. Задаем какое-то условие if. Well, what color it should be. J процентное соотношение, So if да. initially it is the same as that's a Repeat, even number, we want to set the grid array, Gray. well, the current grid array index, which is just column times the width, multiply the row. Sorry, the row times width plus the column. Так, что он сейчас сделал? Сейчас он, получается... Names. And
Добавил пункт, ну точнее цикл по заполнению по I и J на 9 столбцов. This is where we detect if we have a well, what color it should be. Сейчас он добавил условие J процент 2. Он объясняет так, что типа эта штука как раз таки нужна для того, чтобы определить, какого цвета она будет. Initially, it is the same as, well, it's a even number. We want to set the grid array. Харисхан! Ангап! Харисхан! Ладно, пойду воду себе налью. Java класс. Это класс. Блять, он знаете, что хочет сделать? Он с помощью кода хочет сейчас создать узор. Он узор создает. Шахматный. Он, кажется, это делает. Well, the current grid array width plus the column. And then we'll set the background into a different color, which is, let's just do color. Here, good enough. Okay, and every time we finish this one loop or one row, we want to flip the bit because the starting color of each row is different. And you'll see what I mean real quick. Else color bit. It's probably a shorthand way to write this, but for simplicity and clarity's sake, we'll do it here. All right. Color bit. Not bad. And this should give us a good looking chessboard. Lovely. Now let's create the pieces. Да, он сделал эту хуйню. Погоди, а что ты... бля. Ну да, получилось. Так. Ну, допустим, окей. To do that, I think we'll create a quick piece scene. Let's call it, well, piece. Let's start with a 2D node and give it a texture rect as the icon. Texture rectangle and icon. It's so hard to type in the I. There we go. Okay, and let's go to the 2D view. So basically we want this to align somewhere. If I could find it real quick. Center.
Okay. And we will, for example, I have a art. Так, окей. Сейчас мы сделали вот эту тему. Ну, вот, в принципе, да, похоже. Ну, то есть расположение всё подходит. Так. Ну, если такая тема, то, наверное, стоит потом делать тайлы проще. Вот эти вот, наверное, стоит сделать попроще. Так, ну и тут делаем 70. 70. 70. Так, ладненько, хорошо. Board. Lovely. Now let's put in the pieces. To do that, I think we'll Так, create сейчас мы собираемся расставить фигуры. Let's И для этого мы создаем новую сцену. call it, well, piece. Создаем 2D нод. И... И тут он просто назвал его пися. Кусок. And give it a Погоди, или пис это что-то другое. Как переводится пись? Кусок. Да, это реально кусок. Ну да, one piece, ну да, кусок. texture rect as the icon. Texture rectangle. And icon. Так, и далее после этого он создает child node. Texture rectangle. And icon. Текстурку, которую называют иконкой. Okay, and let's go to the 2D view. So basically we want this to align somewhere. If I could find it real quick. Так, теперь он хочет сделать так, чтобы изображение иконки было строго посередине нашего куска, так сказать. И чтобы это сделать, им надо бы вот сюда вот зайти в якорь, анкор. И вот, соответственно, мы поставили центр, оцентровали якорь наш. И теперь в дальнейшем наше изображение, по сути, должно появляться посередине. Center. Okay. And we will, for example, I have a art asset folder ready with just a bunch of PNGs of the chess pieces. You can get a free one from. Так, теперь он хочет добавить фигурки всякие. Фигурки он добавляет. Фигурки. I'll include a link of the one I used. Так. Fuck.
Мгм. Окей, все. Добавил артассеты. Вот они, в принципе. Окей. And a description below. Okay, so basically what we want to do is to have one of the icon in there, and let's take a look how well that looks. That looks a bit too small, but on a script to go along with it. Use of the chess pieces, you can get a free one from Itch. I'll include a link of the one I used in the description below. Okay, so basically what we want to do is to have one of the icon in there, and let's take a look how well that looks. That looks a bit too small, but I think we'll work with it. Okay, we also want a script to go along with it. Тут какая-то тема была, я помню, с этим. Почему текстура так херово дается? Почему она вот так вот показывается? Это было, знаете где? Это было на уроках по Godot, которую мы делали. Всем. Так, сейчас. Всем привет! Это курс по Godot. Отдельность. Здесь у нас зона. Здесь теперь это player. Add frames. Поэтому добавить 6. Но он получился какой-то размазанный. Да. Для этого нам нужно перейти в настройки. Идем Project. Ага. Так. Сверху слева. Project Settings. Ага. Здесь находим Rendering, Textures. Рендеринг. И здесь в первой строке вместо Linear нам нужно выбрать Nearest. То есть эта настройка, она специально создана для пиксель-арта. Теперь у нас каждый пиксель выглядит гораздо лучше. Сразу Всё? давайте его подгоним. Все, балдеж. Сразу исправили. Сразу исправили этот момент. Кайф. And just have a few to in the description below. Well, that looks a bit too small, but I think we'll work with it. Okay, we also want to. Так, теперь добавляем скрипт нашему куску дерьма. And just И have a few. on ready. Housekeeping variables. Save the path of the icon. Icon. And let's also add the slot ID for unknown purposes. Well, just to keep in check. And I also plan to use a variable to keep track of what type of a chess piece it is, which I'll just call it type. Simple enough. Okay. So to load the icon, we need a way to handle all the information, for example, the location, the path to the icons, as well as how I keep track of piece types. This is where I start a script. How do I make a new script again? New script. There we go. A data handler class. I love a data handler. That's in every one of my projects, I believe. Okay. And let's see what we need from here. We need a dictionary of assets. Вот. Погоди, что? Что он сделал? Он просто создал новый скрипт. How do I make a new script again? New script. There we go. A data handler class. I love a data handler. That's in every one of my projects, I believe.
Так, теперь он создает дата хендлер. Погоди, он что-то интересное делает. Погоди, что? A data handler class. Класс обработчик данных он делает. Обработчик данных. Okay. And let's see what we need from here. We need a dictionary of assets. And basically we want to make sure every time we look for a piece, we can get the corresponding location of it. So before I propagate the dictionary, I will make интересно. А у него вот это вот все как-то вот странно. У него вот так вот это все выглядит. Void, процесс, дельта, float, void. Так, потом дальше enum piece. a quick enum that has a Names. a collection of names for all the pieces. So to save you some time, I will quickly cut to when I finish this whole thing. Okay, so basically, it was Ебать. Так, он сюда, короче, закинул имена всех фигурок. Фак. Ну, ладно. Но у меня, по идее, только 3 фигурки, точнее, 6 фигурок сработало. Ну, вот этот урок намного лучше. Он идет более-менее окей. Но тут, короче, смотри, сейчас что будем делать. Короче, сейчас будем повторять все, что он делает. Потом все под конец жестко изменим. Тут мы сейчас название вот этих вот фигурок добавляем. Так. White Knight. White Pawn. White Rook. White Queen. Угу. Окей. Название типа фигурок закинули. an ordered list of, well, enum of all the variable names I plan to put in. It's the different pieces. We start with whites and go to blacks, and basically lines up with the icons. So what enums in Godot do is basically to have a human readable name replaced with a integer value starting from 0. You can customize it, but I'm just using the basic ones. And then we can use that value to find the corresponding assets in here. There's probably a better way to do it. I'm just doing the dumb way, so be right back. Okay. If you have more assets than just 12,
I would recommend reading the directory and parse through the strings. But for me, this is probably suffice. And we have Подожди, а чё? some way, so corresponding assets in here. There's probably a better way to do it. I'm just doing the dumb way, so be right back. Погоди, он... Ёбаный в рот. Ладно, короче, что делаем? Здесь мы добавляем... Пишем строки кода, которые будут брать... Привет, Александр Миронов. Я в этом не шарю. Ну, я тоже особо это не шарю, но вот как бы стараюсь шарить. Как бы так стараюсь шарить. Итак, сейчас у нас тут будут строки кода, которые будут отвечать как раз таки за тот момент. Именно за какой момент? За момент такой, который отвечает именно за... за то, чтобы брать иконки, картинки. Как настроение, не отвлекаю вообще? Да не, нормально. Я только за общение. Настроение хорошо. Какое-то продвижение по работе пошло. А то я все время прокрастинировал, все время откладывал вот это дело все. А сейчас вот сижу и пытаюсь вот просто напрячь мозг, что-то сделать. И это на самом деле хорошо. Так, сколько у нас их? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12. Так, 6. Итак, поехали. Закидывать тупо вот так. Король. Так, рыцарь. Ага. Ага. И вот так. Далее. Также делаем здесь. Закидываем вот так вот. В названии написано «Делаем игру». Что за игра? Игра у нас будет настольная. Настольная игра. Ну, это такой помесь шашек и другой игры. Это якутская народная игра, созданная парнем одним по имени Арчиман. И, ну, я с ним познакомился в баре совершенно случайно. И теперь у нас вот такой вот проект. Перенести эту игру в электронный вид. И, соответственно, возможно, на этом как-то разбогатеть, возможно. Посмотрим. Будем двигать эту тему на браузеры, на телефоны. Надеюсь, все получится. Окей, все сделано. А дизайнеры, художники у вас есть? Художников нет. Художники нужны. Кстати, я заметил, если в этом хоть немного разбираться, делать инди-проекты и тем самым заработать. Игра называется Искут. Давайте-ка я камеру настрою. Во. И поле вот будет примерно выглядеть вот так. Но надо будет еще поработать над этим. Сейчас хотя бы какой-то прототип сделать было бы хорошо. А потом уже его шлифовать, делать по красоте все. Было бы круто. Так, что там? На чем я остановился? Okay.
If you have more assets than just 12, I would recommend reading the directory and parse through the strings. But for me, this is probably suffice, and we have a collection of values that we can use in other places. Okay, so now we go back to our GUI and try to add one of those pieces. All right, let's start with a new function. Так. Call it add piece. Подожди, что? Вот это вот. Да, вот так вот. Так. Итак, он создает новую функцию. Func add. А ты, Александр, художник, дизайнер? Я просто сам графический дизайнер, но вот конкретно как художник я не особо. Easy enough. And we want the piece type to be entered. Don't really need it to return anything, so we'll just do that. Other than the piece type, well, let's just make sure it's called what I mean to call. And we want a location of the piece to tell us where to put it on the board. In that case, we will have a new piece that I should probably instantiate on ready. So piece scene, and let's give it a preload. Where did I put the scene piece? Так. Вот это что? Oh, did I not save it yet? There we go. Все-таки так. Put it in here. Вот так. Lovely. And now let's go down. Lovely. Lovely. Here. And keep our work. So let's do the same thing as slots. We instantiate it. And we add it to the chessboard. Do I have a path to chessboard? I do not. Let's add it in there. Oops. On ready var chessboard. Looks good. Looks good. Так. Пускай у нас будет геймборд. Геймборд. And we can add it as a child. Погоди. Child. Ага. Геймборд. Child. That is not how you call this function. There we go. And we also
also want to make sure we set the type as the piece type we sent in and we passed in. And we also want to set up an icon. So since we don't really know what the icon is yet, well, we know it by the piece type. We want to make a function in there called, say, load icon, and it will load the piece. Right, since we don't have it, let's go quickly make it. Let's go to the piece. Piece type. Piece. Right, since we don't have it, let's go quickly make it. Let's go to the piece script and make a Блин. Верно написано. load icon function. Piece name. Right, this looks pretty good. Okay, so basically we want to change the texture. This is the, let's see, the icon texture. And use the data handler. Data handler. Oh, before I do that, I almost forgot to properly use data handler everywhere. We wanted to make a auto load. So let's do that. Add enabled. Good. I almost forgot to properly use data handler everywhere. We wanted to make a auto load. So let's do that. Add enabled. Good. Так, хоп. Data handler. Enable. Okay. Nice. So now this can be used, will show up as a global class we can reference. Piece name. Okay, so basically this just fetches the value from data handler, which is the corresponding path for those icons. And this should do it. Let's do a quick test. But before that, we should probably give it a location. So basically the location of a piece will be referenced from the grids. So for now, there are individual grids that shows up here, and each of them will have a location linked to it. And in that case, we can just find the location pretty easily by using the ID we created earlier. So let's set the global position to the location. Literally, we first find the location. Sorry, we first find the slots by using the location. Location is going to be an index. Probably add in the description a bit. Так. Мне начинает казаться, что мне не стоит так далеко заходить прям шаг по шагу, как он делает. Иначе я, скорее всего, слегка запутаюсь в том, чтобы сделать, как я хочу. Ну, в том плане, что он сейчас приступил к такому шагу, когда он делает... Короче, он пишет код, в котором будут обозначаться глобальные позиции этих самых фигурок. То есть игра сама их будет расставлять там. И вот тут прикол в чем? В том, что это будет как будто бы так себе. Сейчас, подожди-ка.
at the comments. I really don't have good comments for this, or habit with comments, but I am working on improving it. We fetch the location. I think this will set it to the top left corner of the slot. So, well, let's first test it, I guess, before we think about the rest. Piece. Okay, we should probably, as I'd like to do, have a way to reference where all the things are. So let's keep it in a piece array. And then let's set up the attributes like we always do. Do I actually have those? Yes. And then we set the type. Короче, есть игра Iron Meat, чел один ее делал лет 7 уже как. Я тут, если что, мою посуду. Понял. Не, ну по-разному как бы делается игра. Мне просто вот почему-то кажется, что реально вот эти вот 7 лет, это на самом деле такая типа тема. Ну, он, наверное, занят был, еще что там, у него очень много других дел было, помимо того, что он игру делал. Но конкретно сама игра, я думаю, что не делает 7 лет 100%. Вот если вы прям каждый день, просыпаясь, вот прям как на работу, в плане того, что вот прям от 9 до 6 вечера сидишь и делаешь игру прям усиленно и жестко, то я думаю, что в течение 1 года изи можно сделать любую игру. Ну, в плане как не то чтобы Iron Meat, хотя, возможно, как и Iron Meat. Я видел Iron Meat. Ну, он один, возможно, помимо того, естественно, дела какие-то. Но вообще, да, вот если ты один, вот подобных вещей, отвлекающих факторов очень много, и поэтому я уверен в том, что, ну, я это на себе прочувствовал, я очень долгое время откладывал вообще вот, чтобы вот хотя бы вот сейчас вот так вот посидеть, сейчас вот, как я сейчас сижу, позаниматься и так далее, прям, капец, все время откладывал. И вот сейчас вот сижу, делаю и зашибись. Вот если прям взять в привычку каждый день запускать и делать, то я уверен в том, что можно очень быстро сделать практически любую работу. Но вот как видишь, это все происходит как бы, ну... Короче, главный барьер — это лень, грубо говоря. Но современное слово этой теме — прокрастинация. Называют ее в нынешнее время прокрастинацией. А так это банально лень. Буквально банально лень. Type. Did we set up a type already? We did. Okay. So now that we have these, we can make a button to test out these things. Okay, so in this case, I'll just quickly make a button.
It's the tester button. I'd like to just... Doesn't matter what it does. Let's call it test button. Test button. It does, well, what it says, test. Just to make it a bit more pleasant to the eyes. Let's make it slightly bigger, say 30. Good, okay. And connect this to button pressed to a different function. So basically when... Так, этот хер вдруг резко решил добавить вот здесь кнопку. Назвал его тест button. Тест button. Ну, я так просто назвал тест. Добавил его где-то вот примерно сюда. Ну, у меня по-другому, у него по-другому. Но давайте уж что. Поставим его сюда. А далее можно сделать так, чтобы наш текст выглядел получше. А сделаем это button icon test button. Так, layout team texture. Button pressed. Yes. Doesn't matter what it does. Let's call it test button. Test button. It does, well, what it says, test. Just to make it a bit more... А, вот. Team override font size. Ну, давайте, например, 40. И можно даже сделать ему... Ничего себе. Погоди-ка. То есть я могу... Окей, ладно. Ну, допустим. Мне интересно. Все-таки. У меня же, наверное, как бы то ни было в игре будут нестандартные шрифты. Ну, давайте попробуем использовать шрифт под названием... Ну, Хельветику, наверное, просто закинем. Или нет-то. Так. Helvete. Load. Так. Давайте-ка создадим папку фонд. И сюда закину, где Хельветика. Блин, так. Момент. Как? Ну, например, тест. Да? Вот у нас написан тест. И тут у нас... Она точно Хельветика называлась?
Headliner. Да, Хельветика. Хельветика. Да и такое что-то... Давайте посмотрим другие шрифты, например. Ну вот, давайте Варвару. Варвара. Тест. Выглядит прикольно. Окей, давайте закинем Варвара медиум. Так, и заходим в Godotich. Так, фонд. Load. Фонд. Да. Open. Угу. Да, видите, да? Сработал, в принципе. Шрифт поменялся. Отлично. Можно даже вот так вот написать. Большими буквами. Окей. Погнали дальше. Pleasant to the eyes. Let's make it slightly bigger. Say 30. Good. Okay. And connect this to button pressed to a different function. So basically when this happens, let's say just add. Так, сейчас, погодите. Он сейчас что сделал? Так, он сейчас такой... Pleasant to the eyes. Let's make it slightly bigger. And connect this to button pressed. Button pressed. To a different function. Ага. Когда на кнопку нажимают, короче, pressed, функцию эту добавляем в наш скрипт Game User интерфейса. И тут он появился. Вот он. Function. So basically when this happens, let's say just add a piece. And we'll see how well it works. Okay, so piece type, we can use, once again, a handy data handler for its piece names. Piece names. Call it, say, Black King. All right. This is the first argument. The second one will be the location. So say we want it on the fourth grid. And let's see how well it does. Not very well. Alright, let's see what we did wrong. What? Почему? Что? Invalid set index 4. Отпис... Отпис... А, блин. Блин, я неправильно написал. Грамотей. Так, отлетело. Отлетело. 4 to the node to the... Oh, because we have not initialized this array. Common mistake from going from C languages to Godot's 3D script. So what we need to do is to fill out the array with, well, with zeros and make sure we initialize it. But since there's no real way to initialize this, we will just fill it or resize it and then fill it with zeros. I believe that will solve the problem. Let's give it a try. And yes, so currently it is snapped to the top left of the Так, fill. I believe that will solve the problem. Let's give it a try. And
Yes, so currently it is snap Чё за нахуй? to the top left of the fourth grid. Ич-доги, привет. Да-да-да. Спасибо, спасибо. Стараюсь. Так. Что за дерьмо? Так, что-то ему не Yes, I believe that нравится. will Ему что-то не нравится. Да, шахматы делаем. Но я потом эти шахматы переделаю под свою игру. Просто стараюсь понять логику того, кто за что будет отвечать, и тому прочее. Соответственно, пойму, что за что будут отвечать, и у меня вообще игра пойдет хорошо. У меня фигурок будет намного меньше, чем у шахматов. Если у шахматов фигурок, типа, считая черных и белых, то 12, а у меня они будут 6 всего. 6 фигурок. Это вот будет примерно... Да, я из России, я из Якутска. Вот делаю якутскую настольную игру. Искут. Вот. Так она выглядит. Будем делать. По идее, надо было бы брать код и обучение Годоту по шашкам, но я их не нашел, поэтому делаем по шахматам. solve the problem. Так. Global position. Я херню сделал. Вот не дописал код, оказывается. Да. Окей. Угу. Неправильно пошел. Let's give it a try. Top left. In that case, we'll just let's icon offset. Плюс icon. Offset. А ты что? Откуда, чё? Чем занимаешься? All right, let's set that up as I think just gonna be half of the icon size, or sorry, the center of the slot, which I believe the slots have a size of 78, so half of that. Vector 2 of... I'm too lazy to actually calculate it. It's 34. No, it's 39, isn't it? Make sure to use my brain more often so it doesn't go dumb. Эх, он сукин сын. Подожди, он что сделал? Так, он поделил на 2, получается... Ну, просто... Think that will do it. Да, я тут хожу в нижнем стримерском сегменте в разделе разработки и арт, смотрю, чем люди занимаются иногда вот твоего канала. Я не встречал, возможно, ты стримишь только днем. Я вообще на Unreal работаю, иногда стримлю. Но это очень иногда. О, понял, окей. Ну, я так редко в разделе разработки стримлю. Я сейчас в последнее время стал стримить таким образом, потому что не знал, что такая категория вообще есть. Как-то так.
Это, во-первых. А во-вторых, да и стримил я в последнее время как-то очень редко. Тоже. Да и в основном игры. Короче, прокрастинировал. Короче, лень было, пипец, как жестко лень заниматься всем этим. Но сейчас вот собрал все силами и собираюсь каждый день херачить эту херню и наконец-то сделать эту игру до конца. Хотя бы довести до этапа прототипа, а пацанам показать, чтобы они спокойны были. Типа вот, ребят, короче, вот работа делается, прототип готов, давайте дальше хуячить, делать. А то они там уже совсем распереживались, как будто бы. У меня типа срок 1 месяц был, и половину срока я проебал, ничего не делая. Когда будет 20% готово, будет легче возвращаться к работе. Ну это да, это да. Size it up. А у тебя какие проекты вообще на Unreal? Что-нибудь готовенькое есть? Может, постримим как-нибудь? Если хочешь. Up a little bit more. Well, let's see if it looks right. Two slots have a size of. И чё? И что, ген? Ich bin. Ich bin. Anxious Man, Red Hit VHS, Exterminator. Прикольно. Хоррор-игра для геймджема. У нас, кстати, тоже геймджем должен начаться скоро. А что за джем? Че? Где? Че за джем? Siberian Game Jam. Siberian Game Jam. Слышал, наверное, про нее? Стоило бы поучаствовать, я считаю, попасть в какую-то тему и так далее. Норм тема. Так, только вот... Так, 8 мая, стрим церемонии открытия, объявляем тему джема, начало джема, пилим игры, с 8 по 11 выкладываем концепт-арт, скриншоты, гифки из видеопрогресс. Окей. Ичдоги, спасибо за фоллоу, большое спасибо. Да, я поучаствовал, но меня не будет у компа в это время. У тебя такие смайлы еще. Ну да. А, еще и дополнительный час на заливку билдов дадут. Да. Куда выкладывать игры? Скорее всего, на Ичо, да? Говорят, закидывать. Ага, понял. Окей, это выглядит очень забавно. Интересно. Я просто нормально прочитался в Game Jam тему. Так,
Ну что тут у нас? О, это Unreal? М. Понял. Прикольно. На ТВ посмотри, точнее посмотри, что там, кто выступает. На ТВ. Ну, в игре. А! Ну, там прям видос какой-то реально. Петросян. Да. Но немного непонятно было. Я подумал, какой-то реалити-шоу, в котором есть какой-то этот... Ну, это странно выглядело, я не понял, короче. Red Hit. Команда чисто один. За одну ночь на Бондаре. Unreal 5 до конца кино. 13 часов. Действие игры происходит в январе 1994 года. Похорон своей бабушки в тундру. Никто не подозревал, что бабушка своим невероятно сожрет все. Сила зла. Блин. А ей жалко, видосика нет. Ну ладно. Экстерминатор. Да. М. М. Так. М. Игры мини. It's okay. Поджемы. Понял. Ну, вот под такую тему тогда вот под джем этот, мне кажется, надо, знаешь, какие игры делать? По типу Vampire Survivor или типа того, который будет завлекать именно геймплеем. А сюжет там, ну, и совсем не обязательная тема, я считаю. Бабушкин похорон, машина застряла. Хорошо, что дом совсем недалеко.
Шрифт бегать. Снежок. Свидетельство о смерти. Загадочное письмо, похоже, это письмо от деда, но он умер 10 лет назад. Не, вот это прикольно. То, что вот так вот короткое. Инфа. Блин, ну из жопы мира. F. Бабушка умерла 7 января 94-го. Нужно держать дверь открытой, чтобы ее душенька освободился от оков. Внученька, мы с своим отцом отъехали выкопывать могилу. Вернемся уж не скоро, сама понимаешь. В тундре земля не такая мягкая. Я оставил тебе кассету с любимым фильмом твоего отца. Возьми ее и ставь в видеомагнитофон. Балдей. Лол. Внученька, тебя обманули, проклятые черти. Алтарь. What the fuck? Кассету надо было взять. А чё это я? Где я? В воду. А, и чё? Это софтлок? А выйти никак, да? Это софтлок называется. Ну, софтлоков не стоит допускать. Я считаю, такое. А что за кино, кстати? Опасное смертельное оружие, что ли? Красная жара? А-а-а. Красная жара. И уехали. Перестать начинать. Забавно. Забавно. Чик-чик-чик. Шик-шик-шик. Так. Кокаинум. Красная жара. Хулиганы. Так. I think just gonna be half of the icon size. Or sorry, the center of the Это тема джема была. А, красная жара тема джема была? Забавно. slot, which I believe the slots have a size of 78, so half of that. Надо было куки кликера тогда сделать. Типа. И когда представляешь нажимать, он говорит кокаинум. И там нужно набрать какое-то определенное количество кокаинума, и тогда типа что-то получается. Было бы прикольно. Vector 2 of... I'm too lazy to actually calculate it. It's 34. No, А, so блин, этот мудак. Ну, тут, короче, 35 пишем. 9, isn't it? Make sure to use my brain more often so it doesn't go dumb. Good. And I think that will do it. Let's give it a try. Lovely.
Так, just so lovely. Сейчас я тоже скажу lovely. Lovely. Все, lovely. Нормально. the place, let's size it up a little bit more. Let's use a scale instead and say 1.5. Okay, does it make icon bigger? Probably. А, погоди, что он взял? Пис. Писька. Так, трансформ. Так. Да, чуть больше стало. Да, нормально. Good. Okay, does it make icon bigger? Probably. Well, let's see if it looks better. Much better. I think that fills the slots a bit more. Okay, now that's done. We want to make sure the GUI understands if I want to set up a board a specific way. And the chess Блин. Да, nerede? Hadi pot defterini kıney. Ver kanca. Ya bolodik yüzke. Takın bırımıntın. Arsan tal. Arsan takı. Papanın kırdığıma talsın. Arsan. Ото папаның толырықын ба бұқалыр ойды. Предскар. Гel манна. Сапаны. Сейчас подойду. Так. Привет, Скар. Здорово. Рад видеть. community has a very convenient way of doing it in terms Так, что он там? if I want to set up a board a specific way. And the chess community has a very convenient way of doing it in terms of a fence string. So if you don't know what that is, look that up. It basically is a long string that is conveniently collapses all the chessboard into one single string. So I'll quickly look up the chess fence string starting position. I should have this prepared, but I do not. So you have to stick with me for a bit longer. Fence string of the starting position. Very good. So we'll have that. Че он там насрал, погоди. Function to parse a Типа вот, чтобы вы видели, что он сделал. Он такой просто резко. and we will add a function for a bit longer. Fence string of the starting position. Very good. So we'll have that. Что это The было? starting position. Very good. So Ах ты сука. Он порядок таким образом закидывает. Расположение этих фигур. Так. Ладно, ладно. Ну, выглядит просто на самом деле. Выглядит просто. Как бы это ни было.
Так, давайте напишем RNB Queen King Bishop NR. Пешка, пешка, пешка. Пешка. Так. Давайте вот чисто ради рофла тут еще пешку нарисую. Так, пешка, 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 пешка. У меня 9 столбов. Он до 9. 9, 9, 9, 9. И 4, 9. Так, руки, да, ага. Интересно. We'll have that. And we will add a function to parse a fence string that we put in. Let's see how we should approach it. All right. So instead of here, we'll make a new function called parse fen. And we want a fence string to be added in. It also Так, anything, so. Parse fen. So let's call String. the board state. Well, board state. Void. Word board. Alright, I'll go through what each part of the fence string does so you understand what I really am doing. But you should probably look it up yourself. I'm not the best at explaining this. So the whole first part of the fence string is currently what we're interested in, and each of these letters represent a piece. So for example, it's currently rook, knight, bishop, queen, yada yada. The slashes signifies a line change, and these numbers means how many vacant spaces are there, or there are. And I believe the capital letters are white pieces, and the under or lower level lower cases letters are black pieces. So we first split it into different pieces where we are currently only interested in the first portion of it. And then we'll have a index as a counter, and we probably just want an int for it. Okay, so board state. We are, as I said, I'm only interested in the first portion of the string, which is just this part of the string. Okay, if it is a dash, we don't really care about dashes as line changes for now. We just keep going. We just skip it. Continue. If I could spell continue, that'd be great. And let's check if it is a number. If it is number, it just skips a few empty spaces. Valid int, I believe, is the function. Yes. So we basically support index. We just increase it by however many eyes we have, or however many number the I is. I is the individual characters in the string. So say we find 8, we just add the index or the counter up to 8. All right, now the rest of the occasions we will actually add pieces because we see letters. You might want to add in a failsafe if you don't, if the fence string is not a proper fence string. But I'm very lazy, and as long as it works, it works.
I'm sure a brilliant person like you will probably improve it on top of it. So I do encourage you to improve on top of my system. Okay, there's something's wrong. Board index. Did I spell it wrong? Index. I did. I know myself so well. Okay, so we call the add piece and use the corresponding letters. So basically we want to make sure we want to know what each piece represent, and we want to get back the proper index, say white king, white knight, right? When we have K and etc. Meaning to get the piece type, we want to go back to the data handler and add in a new dictionary. Let's call it Fen dictionary. And what we'll include is just a bunch of, well, string pairs. So for example, the B is going to be black bishop, king is K as for black king, etc. And I will save you the wait. Editing magic. Okay, so окей, так, окей. Угу. Piece names, Black King, and piece names Black Knight, piece names Black Pawn, R. У нас piece names Black Rook. Далее заглавными буквами пишем B. Piece names вот. Теперь уже все тут white. Короче, что-то я просто можно вот так вот скопировать. Тут оп. R white. Это вот тут black. White. Окей. Так, и так вот поставим. so we have
Ну так, все у нас закрывается, по-моему. В чем проблема, ебать? Все. Запятые пропустил. Запятые пропустил. Так. Окей. Ага. Have a complete dictionary, and I will be able to change the characters to put in into the corresponding. Что это за игра будет? Искут называется. Вот оно. Пока что на базе шахмат делаю. Это якутская народная игра. Ну, как народная. Ее создал один парень. Арчиман его зовут. Я с ним случайно встретился в баре однажды. Вот, и как-то так побазарили, там прочее, поговорили. И, в общем, пришли к тому, что надо эту игру переводить в электронный лад. И вот, занимаюсь сейчас этим делом. Enum, which is just Коротко говоря, так. So now we can just go back here and put in what we want. Fin dictionary. Benedict. If we put in the character, it should spit back the piece type, and then we want a location, which is just the index. That's why we kept the counter. Okay, so now this setup, let's actually call it. Instead of just adding one, we will add parse fin and put in the fin string. I believe this is the starting board. Okay, so if everything goes right, we should have a complete starting board, and we did not. Why is that? Let's quickly debug the system. It is the fun part. Oh, simple. I think since everything is stacked to one slot, it is because we did not advance the board index. I think that will solve the problem. Let's take a look. Lovely. Индекс. So now we have a beautiful. Издателя уже нашел? Сколько миллионов бюджет игры? Да. Это проект. That will solve the. Так, ну чё? Ага. Так. Все немного пошло не по плану. Теперь давайте разбираться, почему. Так. Скорее всего, это потому что я так. Так. А ты давно с Godot работаешь? Совершенно недавно. Но он очень хорош. Привет, Леха. Привет, Кров, Леха. Шахматы делаешь? Просто на основе логики кода шахмат буду делать свою игру. А с чем ты до этого работал? На Unity? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я вот буквально, когда закончил. Так, январь, февраль. Ну вот в феврале, я весь февраль учился в школе программирования 21 от Сбербанка. Там
вдруг пришло ко мне понимание, что я вполне себе реально могу делать игры. У меня как бы всегда вот такое желание было. Но там я как бы начал изучать язык программирования чистого C. Не Sharp, ничего, там чистый C. Там, ну, как бы в материалах обучения, и понимание какое-то появилось. И, в принципе, я такой, окей, прикольно. Давай начнем что-нибудь делать. Сначала что-то вот пытался сделать на Unity, смотрел и так далее. Но что-то он как-то... Не, ну, скорее всего, потом что-то попробую сделать на Unity, но потом. Сейчас я пришел к пониманию, что надо начинать с чего-нибудь такого. Скорее всего, попроще. Godot реально попроще и, наверное, поприятнее, нежели чем Unity. Пока сделаем что-нибудь на Godot, а потом там уже, скорее всего, на Unity или на Unreal начну переходить. Почему вообще начинал на Unity? Потому что у меня был куплен курс от Skillbox на Unity, и там еще есть курс по геймдизайну. Их надо бы тоже закончить, кстати говоря. Блин. Завтра, наверное, будем делать что-нибудь там. Ну, попутно как-то все это сделаю. Но сейчас в приоритете именно сделать хотя бы прототип этой игры. Прототип. А потом уже начнем потихоньку переходить к облагораживанию его. То есть юзер-интерфейсы, звуки, музыка, все вот это вот понакидаю, и будет красотища вообще. Ну, пока хотя бы, чтобы она работала, чисто сделаем. Пока чисто, чтобы работала. Так. На чем я остановился? Я стараюсь понять, почему эта хуета работает вот так. Ага. Ну да. Блин. Господи. Так, что? Так. Тут почему так получилось? Потому что надо добавить еще одну девятку. Вот, все. Это раз. Во-вторых, скорее всего, тут надо будет добавить еще один P. Тут заглавный P. Ну-ка, теперь посмотрим. Во. Пиздец. Умен, нахуй. Ладно. Так, хорошо. Разобрались, все понял. Логику расставления фигурок. Вот она, вполне себе. К этому мы приходим с помощью кода Data Handler. Это как он там его назвал? Типа дата-обменник, короче, блять, как? Не, вот крутая штука вообще-то, вот это вот то, что он закидывает. Он говорит то, что он использует вот эту тему, автор этого видео, практически в каждой своем, игре Data Handler. Этот код отвечает за то, чтобы, по крайней мере, в данном случае, я вообще Godot язык ненавижу, я как-то пытался с сетью поработать на нем. Такая хуйта. Ну чё? О, что это? Бюджет игры. Спасибо, Скар, за 500. Бюджет игры, Скр, лень льгаться. Окей, спасибо за 500. Да. Я, кстати, сейчас вообще не бухаю. Давненько уже. Я прям чувствуется, что ум стал острее намного. Точно я вам говорю. Ну и плюс еще газировки не пью, и колу, и там прочее дерьмо.
чисто на воде нахожусь. Реально. Как будто бы мозг стал лучше функционировать. А функции же можно как-то оптимизировать? Эти же в папке находятся. Вот эти вот. Не, ну нормально вообще-то. Почему вот так, а не иначе? Потому что, видишь, название White Bishop, White King, White King. То есть он смотрит по названиям и дальше уже их как-то вот, ну, под это вот. И тут дальше мы уже просто подкидываем, как бы это сказать, вкратце, чтобы было. Там типа просто B маленькая это Black Bishop, большая B это White Bishop. Но представь 10 тысяч картинок в проекте. Ну там, скорее всего, будет иначе, чувак. Вообще иначе. Согласен насчет работы мозга, но так скучно. 10 тысяч строк будешь писать, но для этого, я думаю, другие способы есть. Но тем не менее, в данном случае это вполне себе окей. Для моих целей пойдет. Для моих целей пойдет. Угу. Я, скорее всего, в конечном итоге все как-то объединю. Знания из этого урока, знания с этого урока объединю и сделаю так, чтобы все было, ну, как бы годно. И сделаю GTA 7. Но там скорее как-то иначе будет, конечно. Эти ассеты, картинки. Посмотрим, как мы придем к этому. Там уже 8 выйдет GTA. Да, на Годоте делаю. На Годоте буду делать. Почему на Годоте? Потому что он open source и нет никаких обязательств перед создателем движка. Когда как в Unity, по-моему, там есть какая-то хуйня из разряда ты должен, типа, им заплатить, если ты продал какое-то иное количество копий, по-моему. Ну, там точно надо посмотреть, какие там условия были на Unity-то. Там после ляма баксов. Ну, как бы то ни было, все равно надо. У Unreal после ляма бачей 5% ты платишь. А вдруг лям бачинских заработаешь? Ну, типа, да. Не 500 рублей отправишь. Ну, ок. Не, вообще, блин, ребята, зря вы Godot недооцениваете, я так скажу. Это пипец какая прикольная тема. На ней вполне себе хорошие игры выходят. Довольно-таки хорошие. Не то чтобы прям... Ну, просто я уверен в том, что на этом движке можно сделать годноту. Давайте Godot Games. Инди-игры на Godot. Три дня назад. 5 игр сделаны на Godot, которые вдохновят тебя. Slay the Spire 2 returns, offering Slay the Spire 2. Помните, Slay the Spire 1 был какой-то прям хайповый. В него прям игры, ну точнее люди играли, я помню. Там в плей-моде даже камеру нельзя вертеть. Craft your unique deck, face bizarre creatures, and uncover relics of immense power as you ascend the Spire once more. This time in a game built with the Godot engine. Encounter new slayers with distinct cards and mechanics, explore an ever-changing spire filled with new enemies, events, and
Ну, если ты говоришь о 3D играх, то, возможно, там как-то, возможно, геморно, но, по крайней мере, пока что для 2D игр вполне Rebuilt себе from the ground up with неплохо modern все features выглядит. and visuals, Slay the Spire 2 promises expanded moddability and exciting new ways to play. Join the community-driven. Step into the shoes of Agent Red in Point Rescue Arcade, a retro-style on-rails light gun shooter set in the vibrant city 2. With its Kira. bright, chunky graphics and fast-paced action reminiscent of 90s classics, you'll have dynamic mode for varied Блин, как же народ сейчас, точнее разрабы, угорают по PlayStation 1, типа визуалу. support for Спасибо. modern light guns. This week is sponsored. A Bite at Freddy's offers a unique twist. Ну смотри, у меня мапа 10 тысяч на 10 тысяч. Я запускаю игру и не могу перемещаться в режиме запуска игры. Это в Годоте в 2D режиме. Не можешь перемещаться. То есть ты можешь перемещаться только по определенному вот этому отрезку, но не на все 10 тысяч, типа имеешь в виду, да? То есть ты в маленьком куске ходишь, но не по всему этому 10 тысяч. Ну, там как-то надо было что-то делать. Короче, это все исправляется вполне себе. On the Five Nights at Freddy's experience, tasking players with testing and repairing the Freddy fast food delivery уверен. machine at Freddy. Просто как у меня вот тут, да? Вот тут у меня как? Вот тут. Эта игра скорее как это будет. Как Metroidvania, что ли? Типа, видишь, да, какого размера тут карта? Типа. Ну, это она так сделана. Но можно сделать, конечно, иначе. Скорее всего, больше и так далее. Тут, типа, данная сцена, она вот такой. Она вот такая конкретно тут. Это вот надо смотреть именно вот эту вот тему, видишь? Экран, вот он. Для каждой сцены вот эту вот штуку как-то надо типа увеличивать или еще что. Вот как-то с ним надо работать. А вы еще, кстати, не заметили такой темы, то что тут смена дня и ночи происходит, а вы даже не поняли. Механика смены дня и ночи. Тени даже типа есть. Если постоять достаточно долго, то наступит снова ночь. О, привет, енот. Здорово. И тут еще какая разница. Вот тут я прописал код того, чтобы она становилась не такой сильно яркой, когда цвет, точнее, когда день наступает. А тут его нет. Вот тут она становится слишком яркой. А вот тут он есть. То есть, когда день наступает, фонарь затухает, так сказать. А тут он все всегда горит. И вот выглядит. Вот так вот выглядит это. Странно. Вот это прикольный курс урока по Годоту. Очень хороший. На его основе можно сделать такие игры, я прям представляю. Бомбические. Freddy's Grill. Navigate through challenges and repairs while completing food orders in this indie point-and-click fan game. Drawing inspiration from TV talk show hosts and Western elements, the game brings a fresh perspective to the beloved characters of Freddy and Friends. Number 2.
Step on the pedal and race your way to victory in Kitty Kart 64. Мишки With easy Фреда. to pick up Да. gameplay, aim for the checkered flag, retro style takes to conquer the track. Featured in our new Gato Game of the Awards at the end of the year. First person horror game set in the eerie Piranha Delta. As you search for your missing pet, Peppa, you'll uncover errors and streams, experience the mystery and Гадот, гадот. Гадот, гадот. Такая тема. Так, на чем я остановился? Пук. Ага, все. Типа я понял, все дела. Четко, четко, четко. Окей. Окей. Остается дело за малым практически. Далее нам надо понять вот что. Далее нам надо понять, как сделать... хотя это нихуя не мало там. Сколько функций? Функция перемещения каждой фигурки по отдельности разная. Потом функция съедания фигурки. Функция проигрыша, функция победы. Что еще? И так далее. Но это еще по-простому. Но есть еще сложная тема другая. Мне нужно будет добавить конкретно... Угу. Это что за игра такая? Король моста. Пересекай мост. Опа-опа. Прикольно. Блять, это типа даже не шахматы, это какая-то ебанутая игра, у которого какие-то свои другие правила. Так, когда королева захватывает фигуру, мир переворачивается вверх дном. Пиво игрока еще. Ну, прикольно. Не, это реально прикольно. Вот это вот называется охуенный геймдизайн. Жаль, что слишком коротко, чтобы разорваться во всех нюансах. Достаточно сыграть лишь 5 партий. Было бы здорово, если бы правила постепенно менялись, заставляя проходить дальше по этому мосту. Прикольная анимация этого черта. The problem. Let's take a look. Lovely. So now we have a beautiful starting board set up. Of course, it does nothing. There's No. Понял. data, there's no user interactions, but it is now capable of taking a certain fence string and taking the fence string and put up the board. So it should be simple for a debug session.
Okay, now let's try a different fence ring. Is found a random one on the wiki, and let's see if it gives something different. It does, and it is correct. Very good. So I think this will be the end of the first episode. In the next episode, I think I'll tackle the C# part of... Так. Окей. Окей. Ну, в принципе, хорошо сделали. Я думаю, можно реально пока на сегодня закончить с этим обучением. Сделали хорошо. Окей. This is good, 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 good. А потом завтра, скорее всего, возьмемся за... Сейчас. Переходу ко второму эпизоду, где, скорее всего, будет крутиться вокруг... Ну, тут, да, что-то тут какие-то всякие разные функции он добавил. Интересно, интересно. Это интересно. Интересно. Будем продолжать это делать. Но сейчас, в принципе, можно будет поиграть что-нибудь. Почилить, отдохнуть от учебы немного. Как вы на это смотрите? Я смотрю на это... Так рано же. Ну я еще раньше начинал. Что? Стрим давно идет. 8 часов надо учиться. 8 часов? Да ну не, это же такое. Это ёбка. Это такое. Надо, ну, чтобы не выгореть, я считаю, надо так. Потихонечку, так, помаленечку. Но главное, типа, каждый день, но потихонечку, помаленечку. Так надо ёбку лютую. Не-не-не-не. Выгорание случится, я тебе говорю. У меня всегда так было. Начинать что-нибудь такое, у меня поначалу всегда жестко прям загорается все, и потом раз, и отрезается это все. Как не было. Чтобы жопогорения в овере было много. Не, ну все, овер не будем. Давайте в хан поиграем лучше реально. Это хорошая идея. Пизды, да. Но мне некому давать. Разве что я сам себе могу дать. Ой, я тут, еще стримишь? Да. Ну так, поучились, достигли какого-то прогресса. Это вообще супер круто. Прогресс был достигнут, и это хорошо. О, пусть. Так, сейчас, подождите. О. Хорошее название, одобряю, да. Так, сейчас я воды себе принесу. Так, надо еще... что происходит? Какие-то... ППС... Фест. Да. Че, кто-нибудь урвал себе что-нибудь из этого фестиваля First Person Shooters? First Person Shooters. Oh yeah. Oh yeah. Да, Годзон.
Че поделать, че поделать. Но не так жестко, как, наверное, в программировании все-таки. Вот просто твой пример, это, конечно, просто пиздец какой-то. Какой-то, блядь, уебок, что-то там нахуй жизнь портит коллегам своим. Чисто на своих каких-то этих приколдесах находится. Ну, типа, какого хера должны страдать все из-за его приколов? Из-за его перфекционизма. Это ж неправильно, это ж неправильно. Так. Пойду воды себе налью. Блин, я в Азии. Ёб твою мать. Да, подбирают сервак, видимо, реально по вебке, нахуй. Смотрят по вебке, какая у меня внешность, и такие, ага, все, понятно. Блять, в Азию пиздуй, нахуй. Суки. Так, ну... Карьера Ривзов. Окей. Нам прямо. Пинганешься, играй. Окей. Нормально. Нормально. Вставай, проклятая душа. Сразу какая-то суета началась слева. У верфи стреляются люди. Ну, сейчас мы туда доберемся.
Если еще в Хан Showdown мы играем с Open Mic, не открытый микрофон. Все, что я говорю, слышат и люди, которые рядом со мной. Чисто for fun. Так. Почему? Да ёб твою мать. Южинск, Баженск, Татаридорир, Южинск, Баженск, Татуруруру, Южинск, Баженск. Все. Окей. Ладно. Тюрьма. О, а в тюрьме-то много суеты происходит. Собаки залаяли справа. Они были чуть ниже. Ну, короче, челики тут. Близко очень. Но я возьму один перк хотя бы. 3 перка было бы хорошо. Всё. Возвращайся в свою Алабаму, ковбой. И тут играет музыка Sweet Home Alabama. Бля, вы что, прикалываетесь? Так.
Ни одного пистолета. Серьезно? Может, доту лучше? Не, я не любитель доты. Ай. Overwatch могу поиграть. Hunt. Counter-Strike. А так вообще на самом деле стримлю одиночные игры. А сессионки, по идее, ну, завожу чисто так, чтобы, ну, заполнить как эфирное время какой-нибудь игрой. Слишком издейшая эта игра, не ты шо? Ты даже не знаешь. You don't know. Так, теперь я источник, и сейчас ко мне прибегут все ковбои этого блядского мира. Я вот только не помню, где стрельба была. Бета? А, он типа шутан просто легко.
Чё, блядь, он умер? Разъебочка. Я слушаю, если что. Вот где-то там. Нормально, все, победа. Легчайшая, конечно, легчайшая. Good, good, good. Балдеж. Двоих охотников убили. Нормально, нормально. Так, теперь давайте вот уберем Азию. Чисто в России будем играть. И сейчас игра пойдет довольно-таки любопытным образом. Винфилд. Изгоните по цели, активируйте источники. Инферно надо еще убить 2 раза с помощью удушающего облака. Окей, погнали.
Хорошая игра вот эта, довольно-таки уникальная, человая. Люблю уникальные игры. Примерно, например, из-за этого чисто вот играю в Overwatch. Также вот из-за этого примерно играю в эту игру. Можно, конечно, говорить, что каждая игра уникальна по-своему, но в то же время как-то, ну, хз. Какой бы пример привести? Ну... Да те же, наверное, Battlefield, скорее всего. В том плане, что не сам Battlefield, а скорее его клоны, копии, вот эти вот игры, которые стараются быть похожими на Battlefield или на тот же Call of Duty. Battlefield 4 самый топ. Да, я тоже с него играл жестко в свое время. Прям вообще жестко. На PlayStation. Я довольно-таки неплохо управляю вертолетом. Да-да, не удивляйтесь. Да-да. Прям вообще. Летаю просто как этот... Как Том Круз, ёшкин кот. Блять, я не тех нанимал, лол. Я просто бесплатных нанял. Нихуя непонятно, вот что сейчас здесь происходит. Странно играет этот хант. Ну... В общем, постараюсь кратко объяснить. Коротко, Hunt Showdown это игра жанра... Ну, точнее, давай так скажу сначала. Это PvE-VP. PvE-VP. То есть тут игроки сражаются против друг друга, а также и против монстров. Основной режим игры это охота за наградой. Вот здесь вот это происходит. В данном режиме мы... охотимся против... Точнее, не то чтобы охотимся против... Мы охотимся на особенных монстров, трофейных монстров. Монстры эти довольно-таки сильные. Их, по-моему, на данный момент 5 или сколько там. Ну, в общем, они жесткие. Происходит это следующим образом. Ты приходишь, точнее, ты сначала выслеживаешь его, находишь всякие разные метки. Метки эти приводят к другим меткам, и потом в конечном итоге, когда ты соберешь 3 метки, или может случиться так, что тебе повезет, и ты сразу найдешь монстра этого самого нужного. Но как бы то ни было, короче, сначала ты должен найти его, а дальше уже в самой локации сразиться с ним, убить его и начать изгнание. Когда ты начнешь изгнание, на карте у всех это будет видно, где началось изгнание и какого монстра убили.
все охотники в этот момент, скорее всего, двинутся в твою сторону, чтобы ёбнуть тебя и забрать трофеи. Главная цель игры — выйти из карты с трофеем. Это, по сути, как Escape from Tarkov, но с конкретной целью. Охота на монстра и забрать трофей от этого монстра с собой на базу, так сказать. И все, как бы. Но тут очень много нюансов, типа внутриигровых. В плане того, что тут что вот происходит. Так, сейчас дай-ка я своего челика прокачаю. Здесь происходят такие штуки, как так, рычажный механизм. Скользящий затвор. Паскал. Он термин, который ты. А просто нельзя выйти с карты без лута от монстров, но с лутом от оружия. Можно. Можно. Ну смотри. Основной режим — охота за наградой. Ты просто появляешься и занимаешься конкретной охотой. Не умрешь — это хорошо. Соответственно, у тебя сохранится твой охотник. Вот эти вот охотники, которые вот у меня есть, которые я вытащил с режима «Спасенная душа», они вот у меня вот они вот, в принципе. И если он умирает в той или иной катке, то все, он умирает с концами, ты его не вернешь. И прокачки, вот его перки там и прочее тоже слетают. Здесь смерть имеет очень жесткий вес. Ну, соответственно, победа тоже ощущается очень приятно. Привет, Аргрем. Привет, как продвигается создание твоей игры. Ну, сегодня так нормально. Позанимались хорошо. Сегодня очень хорошо позанимались. Завтра кое-какие интересные моменты, скорее всего, выучим. И мне кажется, послезавтра уже где-то вот уже, наверное, прототип будет готов. В каком жанре? Это будет настольная игра. Якутская настольная игра. Создатель его Арчиман. Я с ним случайно встретился в баре. Вот. Юскут называется эта игра. Ну и в общем мы с ним забились сделать игру. И у нас в команде еще есть третий человек, и он занимается типа какой-то, ну, менеджерской темой, скорее всего, можно будет сказать. Ну, менеджерская, скорее всего, ну, он нами не особо не управляет, он скорее что делает? Ну, он типа, блять, записывает на всякие разные нас джемы, там прочее, занимается документацией, там, так далее. Ну, типа, вот такими вещами должен волноваться. В общем, чтобы все было гладко, он смотрит за такими вещами. Так, что я хочу сделать? Это я жестко отвлекаюсь. Давайте возьмем какого-нибудь персонажа. Вот ты, наверное, видел, вот в каком... вот, мы играли сейчас в режиме «Спасенная душа». Вот этот режим, Ичдок, он больше всего похож на классическую эту королевскую битву. Ну, буду следить тогда, надо будет поиграть. Да-да-да, да-да-да. Не, ну я прям очень даже жестко, как бы это... случайным образом увиделся с этим создателем игры. Прям как судьба какая-то. Но это было приятно. Но теперь уже как бы, ну, надо делать игру конкретно. Самое жесткое то, что я-то по сути один типа вот разработкой игры занимаюсь.
сам создатель этой игры, правила игры и тому прочее, все перевел на русский язык. Изначально все было на якутском. Также, скорее всего, в дальнейшем он будет заниматься подобного рода вещами, чем-то еще. Ну, посмотрим. Короче, посмотрим. Я еще там много всяких разных прикольных идей задвигал в данную игру. Также и 3D наш чел также делал. Опа, новую игру нарисовал, эту я отходил. Так, что-то у нас старуки, адреналин. Ну вот это я уберу, старукова, он мне не нужен. Рвение. Рвение при использовании темного зрения здоровье выносливости восстанавливается вдвое быстрее. Ага. Позволяет не выходить из режима прицельным после выстрела с использованием... Ага, круто. Так, адреналин. Так, короче. У нас какое оружие? Смотрим с этого. Скользящий затвор плюс револьвер. Также надо убрать это. Так. Надо добавить аптечки. Шприцы. Да, обезболивающее добавим. Динамит мне нахер не сдался. Это тоже нахер не сдалось. Мне нужно здесь... Скорее всего, давай шприц со стимулятором сюда закину. А сюда добавим... Давайте-ка огонька, наверное. Зажигательная смесь. И... Чё б такого интересного прибавить-то? Ну, коробку с боеприпасами, наверное, почему бы и нет, да. И купим нашим пушкам боеприпасы по любопытнее. Экспансивное поле вызывает кровотечение, по-моему. Да, жесткая тема. Довольно-таки мощно будут бить. И тут, пожалуй... Так, укрепленная гильза увеличивает проникающую силу пули, хотя начальная скорость снижается из-за дополнительного веса, или лучше сохраняет обойную силу на расстоянии. Ну давайте, почему бы нет. У меня в принципе есть коробка с боеприпасами, поэтому стоит использовать на максимум эту тему. Далее. Хотя погоди, у меня же Ветерли карабинер. Блять. А мне нужно по испытанию на Винфилдах сражаться. Вот они, Винфилды. Так, был Винфилд среднего калибра, столетие. Ну, придется брать Винфилд столетие. Хотя, вот смотри. Винфилд столетие с укороченным глушителем. О. Окей. И тут давайте добавим... Ну, пускай так остается. Все. И тут давайте дымку добавим. Дымка. Вот оно, дышащее. Все, отлично. Теперь, следуя из этого, укороченный с глушителем, получается, это у нас рычажного действия оружия. Добавляем
А нет, давайте-ка вот это добавим где-то. Вот, шквальный огонь. Будем револьвера стрелять очень быстро. Так, далее. Прикосновение жизни. Когда ваша команда берет подсказку или закрывает разлом, повышает уровень здоровья и выносливости, когда... Ага. Это хорошо. Вот. И медика стоит взять, чтобы быстрее лечиться. Все, мы готовы. Теперь давайте найдем напарника. Кажись, в России никто не играет. Ладно. Давайте Азию подключим тогда. Или Европу. Давайте Европу. ММР, конечно, пиздец высокий. Это плохо. Сейчас нас может подкинуть читером или душным уёбком. Максимально хуёвым. Дочь деревенщины. Окей. Погнали. Россия? О, нормально, нормально. Погнали, погнали. Это будет интересно, я вам говорю. В дуо. Тебе надо было в Азии. О, сейчас будет. За стрим снайпили бы. Ну, тогда в следующий раз с Вази пойдем. Прикольная музыка, да? Приятно. Ожидание других игроков. Так, привет. Hello. А, хорошо. Так, пойдем куда? Больно самого роща. Самого роща.
Так, хорошо. Так, убийцу выслеживаем, значит. Пошли. А у тебя какие-то особенные перки есть? Типа чувство опасности, вся херня? Типа, если рядом есть охотники, то ты об этом знаешь, все такое. Вороны где-то были? Нет? Да. Вороны спереди, в нашу сторону бегут, как будто бы. Все, пошли. Блин, чувак, такое ощущение, что они в форте Элис. Опа, близко. Понял. Угу.
Ёбнул одного. На метке труп. Сближаюсь. Есть. В упоре. Готово. Отлично. Ну чё, пошли. Те ребята с наградами все еще находятся у Хламоклюва. Пока не убежали и не бегут. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Да ну нахуй! Спасибо.
Да ёбаный в рот. Сукины дети, блядь. Да чё я не попал-то, бля? Продолжаем уроч за Макридами. Предекопс. Блин, что-то все пикнули Макри, я не понял. Такой режим был, что ли, в Overwatch? Я не помню. Что-то я совсем плохо отыграл. Плохо было. Потерял еще такого бойца. Так, погодите-ка, испытание. Тут испытание. Блин. Так. Что там? Меня кто-то хотел за стрим снайпить. Так. Прикольно. Прикольно. Блин, охуенные перки. Так, что бы такого сделать? Давай так. Похуй. Так. Так, что бы добавить? Наверное, стоит добавить... некроманта. Да, некроманта возьмем. И пойдем в соло. Похуй. Некроманта. Позволяет вложить катану в ножны, после этого его можно быстро выхватить и нанести дополнительный урон первым ударом. Чего? Прикол. И самое забавное, что нарисованы петухи. Это что получается? Только петухи на катанах, что ли? Жесть. Это за что? Так, давай-ка рычажный, наверное, возьмем. Змею и рычажного. Да, пойдет, пойдет. Срать. Так. Let's go. Let's go! Стрельбище. Я не нажал, что ли? Я не нажал играть. Господи, я не то нашел. Я нажал лобби. Азия. Вы слышали еще, когда мы зашли туда,
Они там кричали: съебали нахуй! Накодился? Ну, на сегодня хорош, да. Нормально. Не, ну прогресс был хороший, я так скажу. Прогресс был крутой. Убери собой. Да я там все закрыл, не надо. Я никуда не пушил, не гитал, хотя бы в гит. Да не, нормально. Нормально. Зачем гитать? Пока не надо. Потом отдельный репозиторий под него создам. Отдельную тему. Под музыку так появился. Так, окей, погнали. Гнали! Ешь. Создаем суету. Суета created. Если не дружишь с Гитой, придет ее злая сестра-близнец Зита и снесет тебе файл. Да ну нахуй, а как это случится, по-твоему? Не-не, нормально. Я просто по материалу этого там сделал. Потом, когда я возьмусь за сам проект конкретно, там, да, создам репозиторий, буду гид клоунить, пушить, хуюшить, вот это вот все. Четко будет, четко, не переживай.
Бля, хуёво. Мне нужно какое-нибудь, блядь, оружие, нахуй. Бля, пиздец, он страшный, конечно, иногда. Пока вроде все спокойно, блядь. Ох. Бегут гондоны, блядь.
Интересно, сколько народу вокруг меня? Ща узнаем, блядь. Ебать, их трое, что ли? Я хочу их встречать с одной стороны. На паука пойдем. Блядь, эти лохи убегают, что ли? Сыкуны ёбаные. Ну и чмошники, блядь. Видят, что я бегу к ним нахуй. И все равно. Да за что? Ну и лохи. Ну и лохи. А эти там сидят до сих пор. Господи, ну и уроды, конечно. Я не понял, они что, друг друга поубивали и все, пиздец? Они даже награду не взяли.
Они убегают. Блять, смысл мне до них бежать вообще? Тупо лень нахуй. Ладно бы эти с наградами были бы. Хотя бы от другого монстра. Но я их, например, настигну и чё? Мне даже за это награду не дадут. К сожалению. Да вряд ли тут кто-то есть. Окей, получилось. Красиво. Ушел. Жалко, пофайтить не удалось ни с кем нормально. Сидеть в том задроченном доме как-то особо не хотелось, поэтому решил выйти. Побежать в другую сторону. В сторону тех ребят, которые убегали. Но кто же ж знал, что надо бежать намного быстрее. Очки события, нормально. Так. Делаем подношение. И нам дают... Нормально. Пойдет. It's okay. Так, наверное, врача надо взять. Врача. Врача. Позовите врача. Крокодилья лапа. Так, хорошо. Крутой чел. Отлично. Давайте-ка вытащим еще какого-нибудь крутого чела. Он такой прям говорит нам: готов, я готов ебашить. Готов на. Так, возьмем его. И... Go. А, ну да, я забыл кое-что. Капец, у меня борода растет, конечно. Overwatch 2 будет сегодня? А ты еще хочешь? Хочешь на это посмотреть? Как я играю в Overwatch? Если не будет, то я пошел.
Будет, не уходи. Постой. Стой. No. И грустная музыка играет, потому что ушел мой зритель. И я остался снова один. Сам с собой. Такова жизнь. Блин, это что за дерьмо, блин? Из этого говна Наполеон стрелял, что ли? Так. Ладно, Спрингфилд. Пускай стандартная пушка. Итак, мы играем в России, значит, нас понимают русские люди. И они с нами в команде, скорее всего. Точнее, вот в одной лодке, так скажем. В одном корабле. А вы не задумывались о том, что вот данный геймплей, вот это вот ханта, можно подтянуть вообще под другую тему. Вот конкретно вот данный режим. Блин, знаете, что приходит в голову? Что-нибудь типа... Короче, взрывается какой-нибудь космический корабль на орбите планеты неизвестной. И все как бы там, ну, экипаж этого корабля. Все падают на спасательных капсулах в разных точках какой-нибудь зоны карты. И у всех, короче, цель такая, что нужно выжить и собирать. Вот как эти метки сейчас собираешь, ты собираешь типа части корабля одноместного или кислородные баллоны. Что-нибудь такое. Ну, короче, идея в том, что... Бляха-муха. Ну и гей. Ну, идея в том, что только один человек может выжить. Там не знаю, что можно придумать по этому поводу. Либо собрать корабль, который даст тебе возможность убежать, улететь с этой планеты. Или собрать достаточно припасов и... А нет, даже не так. Скорее всего, дело в кислороде можно сделать так. Кислород, наверное, норм тема. Во, короче, придумал. Это была бы сессионная игра PvEVP. И прикол бы заключался в том, что
среда была бы довольно-таки агрессивная, и там можно было бы, скорее всего, крафтить оружие. Не, хотя хуйня. О, придумал. Короче, даже лор, сюжет придумал в данной игре. Слушайте, короче. Люди истощили ресурсы Земли, улетели на всякие разные другие планеты. И тут, короче, случается такая штука, что они решают прилететь обратно на Землю и позырить, что там, как происходит, как там, ну, дела обстоят. И с орбиты, точнее, вот прям с Земли, откуда-то летит какой-то снаряд, сбивает этот космический корабль, просто взрывает его нахуй. И на спасательных капсулах падают там, ну, скажем, 12 игроков. И они при падении получают сообщение в своей же спасательной капсуле о том, что кислород кончается в спасательной капсуле. Атмосфера Земли непригодна для дыхания. И нужно типа что-то делать. И тут, короче, выход такой. Можно разъебать всех и забрать их кислородный баллон с их спасательных капсул и принести на свой. Или... ну еще в чем прикол. Там типа оружие было бы какое-нибудь там. Пистолет всякий там, типа классический пистолет, оружие, автомат. Можно было бы как вот в Ханте сейчас лутаться. Ну, всякие разные монстры тоже были бы. Зомбари, может быть, что-нибудь. А корабль бы сбил какой-нибудь, не знаю, ну, автоматическая система обороны планеты Земля, блядь, которую они не выключили при уходе из Земли. Что-нибудь в этом роде, не знаю. И каждый раз при подлете на планету, типа, там, случалась бы какая-то такая хуйня. Или, скорее всего, какой-нибудь там безумный долбоеб включил его, когда вот так же, типа, оказался на планете. Он потом умер, типа. Что-нибудь такое. Но мне кажется, интересная игра была бы. В плане как сессионка. О, неплохо. Карта хорошая. Воды мало. Да. Это было жестко.
О. Ну, а вот это другое дело. Балдеж. Рычажный механизм. Блять. Он почему-то любит так делать. Вообще не понимаю. Нет, спустя какое-то время почему-то он так делает. Да, что-то такое, как будто бы случается. Херня какая-то. Не-не-не, у меня запись не идет таким образом.
У меня запись идет по-другому сейчас. Ну того парня я красиво, конечно, ушатал, пока бежал. Ману. Раз ману, два ману, три ману. На версии. Как будто бы знакомый никнейм. Тварь! Да, вонючий, да ну нахер! Ударил ей промеж ног, но не помогло ничего. Сука. Это было ужасно. Блин, заорал как ковбой просто. Надо было... Блин, ой, блядь, по привычке 5 нажал, надо было 8 нажать. Или там, что там было вообще? 6? Где там у меня большой нож лежал-то, блядь? Сука, это было тупо. Это было жестко тупо. Боже мой. Богдан Неуменко. Да. Я подойду.
Пошла. Чуть-чуть. Посмотри. Bir de... Oh. İkili yine. Блин, два пистолета. Не круто.
Кто выстрелил-то? Сдохла, нет? Да. До сюда. До сюда. Я говорю, гонять посмотрю просто. Меня киньте. Митридатизм. Что это значит? А. Прикольное место.
Вот так вот, вот так вот. Ух. Так. Двоих. Нормально. Окей. Привет, Масфокс. С Уляхом нас... Да-да-да. Привет, привет. Рад видеть. Так. Давайте откатаем последний раз. Возьмем Блейда и... Ах. Потом спать. Вот. Сидим, работаем на пару с сыном. Но он пошел спать. Спать-то. Что? О, кстати. У меня уже 11 вечера. 11 уже. Кошмар. Все нормально. Так. А ты где так научился ремонтировать кресло? Работаешь где-то? Да, да. Сервис-центр кресел. Называется «Большая жопа». Я понял. Ты похудел. Да? И сидишь на одном. А. Да. Просто вот это кресло я с дачи принес. Оно не такое уебанское, как вот это второе.
А так, да. Выглядит это примерно так. Выглядит это так. Обычно, наоборот, на дачу ебанские вещи отправляют. Ну, я вот побираюсь, как я самый бедный в нашей большой семье. И сломанные вещи, которые не скидывают туда, я вот беру себе и ремонтирую, и вот ставлю. Пользуюсь. На поберушечек. Редко кресло взял. Нормально. Блин, наверное, спина не потеет, вся херня. Прикольно, слушай. Были крутые кресла такие. Вот когда учился в этом Сбере. Школе 21. В школе программирования 21. Вот там кресла были охренительные, просто классные. Я еще спросил там у одного челика, сколько они стоят, за сколько закупали. Не в курсе, типа. А там он говорит такой, ну, за 50к, типа, стоит каждая. Это вообще охерело. Ну, 50к вполне там, блин, очень много. Ну, там она очень удобная, прям. Функционал там вообще хороший. Там, типа, вверх, вниз поднимается, вот эти вот упор для локтей, вот это вот все. Ну, очень приятно. Капец, она охрененная. Она тоже такая сетчатая. Ну, могут себе позволить, да. Самурай крест хорошие. А ты за свой за сколько покупал? Ну, слушай, неплохо. 18. Откуда заказывал? Блин. Кажись, мне ссылочку понадобится. Самурай? А, вот это, да, вот это и есть самурай, понял. Окей, спасибо. Домой, братан.
Максимум нагрузка 100. Мне не подойдет. Я вешу 130. 30 килограмм перевеса он не выдержит, по-моему. Ну, предал. Рад видеть. Да там Матрону Бонсе. Это хорошо. На районе моем сегодня зарезали москвича на во всех каналах. Теперь, наверное, рейды будут. Может разгонять их. Понял. Жестко. Меня заебали. Никак вы, блядь, не научитесь, как говорится. Люблено. А. О, ну заебись, да. Неплохо, неплохо. Рад за тебя. Да ну нахуй. А он чё? Бля, заебал. Да, да. Ну все по кайфу получается. Рад за тебя, да. Это хорошо, это хорошо. Ай.
Блин, я одного охотника убил. Я даже не помню кого. А, вспомнил. Теперь вспомнил. Вас молодой брак. Ну, блин. Он бы сам к этому пришел. Наверное. Ну, возможно, отчасти, да, кто его знает. Да. Там сразу запнул. Типа парень сам разберется, и так далее. Отвел в комнату, потом сопроводил меня до своего кабинета. Свой кабинет. Нормально, нормально. Прикольно. Блин, это хорошо. Можно, так сказать, выдохнуть. Выдохнуть можно. Так. Ну чё, завтра продолжим наше покорение Годота 4. После... Ну, посмотрим, может быть, сразу начнем Годот 4. Или до этого будем играть во что-нибудь. Я постараюсь подобрать игру, которую можно будет, ну, просто, в принципе, реально поиграть. Завтра в овер, да, как обычно, чтобы Годот не запускать. Не, ну я подумаю, Но я вот думаю насчет того, какую бы игру такую поиграть, прям что классно было. Если что, наткнулся на одну классную, четкую игру. Вот она. Сейчас покажу вам. Называется Helvedek. Довольно-таки интересно. Интересный проект. Игра сделана на RPG Maker. Но при этом выглядит и там прочее совершенно не так, как обычная игра на RPG Maker. Я вот жду, пока эту игру переведут на русский язык, прям по-хорошему, как Кенши. Ну, кстати, Кенши можно будет поиграть завтра. Тоже вариант. Лучше бы в Кенши. Ну да, ты мне напомнил. Вот. Примерно вот так вот. Так, тут, короче, мы разговариваем с главой этого замка. Он нам дает поручение идти проверить, что за хуйня творится с этим... с развалинами старого замка, почему там взрывы какие-то и тому прочее. Вот теперь в нашей команде есть Матей. Вот теперь мы идем вдвоем. Короче, погнали в старый замок. Покажу чистый кусок игры. Прикольный такой стиль. Выглядит визуально очень забавно. Прикольно бегают, все такое. Стой, католическая свинья, ты не пройдешь здесь. Да так, во имя Гуса я требую пожертвования на Эль. Нет, это я требую от вас пожертвования с любовицу во имя Гуса. Блаженный, ты плохо нас понял, сын шлю. Гони монеты, или сдохнешь. Брать, послушайте, я восхищаюсь Гусом, я ваш почтенный последователь, я слышал его речь в Праге. Брат, тебе следовало подумать, прежде чем надевать на это вероломное католическое деяние. Гуситы не потерпят, колеблющиеся запомнит хорошенько. Да хватит с ними ляс точить, хватайте их. И все, погнали. Жестко, да?
Павел и его приятель победили врага. 55 крон получено. Мы отрезали им уши. Круто. Вот так вот. Стой, здесь лежит тело. Задохнулся в дыму. Дай его перевернем. Это атаман. Что-то странное здесь происходит. Тюрки... возможно, это шпион. Угу. Странное семечко нашли. Еще какие-то приколы. Шарлатан. Мы должны очистить это место. Мы должны очистить это место. А вдруг какой-нибудь зевака здесь будет шнырять вокруг. И мы такие появились. И он такой из нас смотрит. Матей, к оружию! Угу. По-моему, эта игра уже релизнулась или типа того. Но в общем, у этой игры сейчас фан-база жестко растет. И, конечно же, по большей мере, те, кто знает эту игру, ну, короче, много игроков заинтересованы вот прям из России, которые находятся. По понятным причинам эта игра здесь станет супер популярной со временем. Вот такая вот игра. Играл бы и играл. Но русский язык тут прям необходим, чтобы читать все. А так, конечно, можно перевести там прочее, но там слова какие-то сложные прям сильно, как по мне. Не стоит того, чтобы прям сидеть, тупить, напрягаться. Ну, посмотрим. Я, короче, посмотрю, что поиграть. Ну, я думаю, Кенши, да, нормальная идея в Кенши поиграть. Хорошая. Завтра тогда поиграем в Кенши, потом покодим и после посмотрим. Ну все. Всем спасибо, кто был. Спасибо Скару за донат 500 рублей. И спасибо за общение всем, кто был. Увидимся завтра. Пока-пока.